Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Янина Морозова. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ-21+. Программу о том, что же нужно знать, чтобы не болеть и быть всегда здоровым и бодрым, даже в полярную ночь на севере. Мы расскажем о самых наболевших медицинских и околомедицинских вопросах. И вот что вы увидите сегодня. Опасен ли храп для здоровья? Чем чреваты ночные остановки дыхания? Как врачи помогают мурманчанам справиться с нарушениями сна? Беспокойный сон опознать и обезвредить. Когда обратиться к доктору, расскажет гость нашей студии, заведующий вторым хирургическим отделением Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова Валерий Махов. Треть жизни мы проводим во сне, и его качество очень влияет на нашу жизнь. Совсем скоро на Кольском полуострове наступит полярная ночь, а именно в это время многие северяне чувствуют себя усталыми и разбитыми, особенно те, у кого есть нарушение сна. Самое частое нарушение сна – это храп и ночные остановки дыхания. Чем они опасны и как справиться с проблемой, знают мурманские врачи. Съемочная группа программы «Больной вопрос» познакомилась с докторами, чтобы выяснить все нюансы. Эта музыка знакома каждому. Присутствие храпуна способно лишить покоя всех, кто рядом. Но мало кто знает, что храп – опасное явление. Эти звуки – результат нарушения дыхания. Причиной храпа могут быть и анатомические особенности, и сбой в работе центральной нервной системы. Храп возникает из-за вибрации мягкого неба. Чаще всего это проблема возрастного характера, то есть тогда, когда теряется тонус гладкой мускулатуры, мягкое небо начинает провисать за счет постоянной вибрации, оно может увеличиваться в объеме. И вот чаще всего именно это является причиной храпа. Но это далеко не единственная причина, потому что здесь имеет значение и носовое дыхание, и анатомические особенности, и вес пациента. То есть в этом плане причин достаточно много. Главная опасность для храпящего – временные остановки дыхания или обструктивное апноэ. Таких остановок за ночь может быть несколько десятков и даже сотен. И всякий раз человек просыпается от недостатка кислорода. Беспокойный сон не позволяет нормально отдохнуть ночью. Кроме того, апноэ даже может стать причиной гибели. Ну, представьте себе тяжелой степени апноэ, индекс апноэ, гипоапноэ, значит, в час он не дышит. Ну, извините, там 20 минут чистого времени. Вот посчитайте за ночь, 4 часа он не дышит вообще. Кислородное голодание ночью приводит к неизбежным проблемам днем. Утренние головные боли, сонливость, гормональные нарушения, развитие таких тяжелых заболеваний, как диабет и инсульт. Храп у детей может привести к нарушениям развития. Требует пристального внимания родителей и врачей. Особенно у детей это ярко выражено, которые ставят или аденоидные патологии. Вот. Это детский, что ребенок храпит как богатырь. Вот мамочка там говорит, что мамочка объясняет, что плакать надо. И ни в коем случае не запускать, потому что если ребенок неплохо дышит ночью, это очень плохо. Справиться с этим можно, говорят мурманские врачи. Главное – выяснить истинную причину. В большинстве случаев пациенту просто стоит сбросить вес и вести более здоровый образ жизни. В некоторых случаях необходимо применение аппарата, который помогает дышать ночью. Если тяжелая форма или даже средняя, мы рекомендуем, конечно, СИПАП-терапию. Вот. Больные сами, у нас очень много, больные сами находят по интернету, приобретают его. Сейчас делают очень хорошие аппараты, СИПАПы. Они подстраиваются под дыхание, ничего регулировать не надо. Он сам включится. Если вы храпите, он пошел. Если вы не храпите, он выключается. Если причиной храпа является анатомическое препятствие, то врачи рекомендуют операцию. Правда, восстановительный период после нее сложный, и доверять свое здоровье стоит только настоящим профессионалам. Оперативное лечение храпа, оно, собственно, эффективно, но процентов 30 случаев. Вот как раз храп возрастного характера, тогда, когда есть то, о чем мы с вами говорили, то есть увеличение в размерах мягкого неба, увеличение в объеме, вернее, мягкого неба, его гипотония, то есть снижение тонуса, в этом случае оперативное лечение дает хороший эффект. Какой бы ни была причина храпа, само наличие этой проблемы – повод обратиться к врачу, который имеет специализацию в области сомнологии. Ведь храп может быть как причиной, так и следствием очень многих заболеваний, которые не стоит оставлять без внимания.
Не только храп и ночные остановки дыхания опасны для здоровья. Врачи-сомнологи выделяют более 50 болезней сна. О том, с какими проблемами можно справиться самостоятельно, а с чем нужно обязательно обратиться к врачу, нам сегодня расскажет гость в нашей студии. Врач-отоларинголог, имеющий специализацию в области сомнологии, заведующий вторым хирургическим отделением Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова. Валерий Махов. Здравствуйте, Валерий Александрович. Ну, первый, конечно, вопрос. Сомнология. Чем занимается сомнология? Сон исследует? Как это делается? Сомнология – наука о сне. Сон – это одна из, как говорится, сторон жизни человека. Треть жизни человек спит. И есть ошибочное мнение, что это время мозг отдыхает. Настоящие данные говорят, что мозг работает сильнее, чем днем. То есть обмены очень интенсивные, очень большие гормональные сбросы по команде идут. Идет как бы переоценка всех возможностей мозга, что человек видел. И, ну, как компьютер у нас иногда ставим, мы наставим на перезагрузку, на резет. И вот также мозг должен работать, потому что человек не может спать больше 3 часов, он сходит с ума просто. Валерий Александрович, самым достоверным методом диагностики, насколько я знаю, является полисомнография. Да? Есть ли возможности провести это диагностическое исследование в Мурманске или это только на центральных базах? Вы знаете, полисомнография – это золотой стандарт, сейчас мировой золотой стандарт. Мы себя относим к цивилизованным странам. Россия. Ну, по крайней мере, так заявляем. Но полисомнографию у нас в Мурманске не провести нельзя. Ее нет. Это золотой стандарт, когда изучается полностью, в какой стадии храпит, какова структура сна, какая гипоксия. И, в общем, как, изучается десатурация, изучается и сердечный ритм, и как раз движение ног и глаз. Ну, симптом беспокойных ног, это, как правило, относится к этой же системе. Вот. Так что у нас никак, пока никак. Вот, это достаточно дорогое обследование. Но есть очень хороший метод, скрининг-метод, когда просто человек одевает на пальчик, и он записывается тренды ночные, насыщение кислорода. И вот когда он не дышит, у него падение, так называемая десатурация, то есть снижение кислорода в крови, да? Причем цикличные. Каждый человек не дышит, ну, практически 10 минут из часа минус. Он не дышит, головной мозг не получает кислорода. Ну, можете представить, что это за сутки, значит. А ведь ночью, я еще раз говорю, мозг работает сильнее, чем днем. То есть он должен выбрасывать гормоны, тестостерон. Особенно самототропные гормоны. Еще говорят, что дети растут во сну, потому что самототропный гормон выбрасывается только ночью. Вот, который играет огромную роль в жизни человека, а мужчины в частности, я уж не говорю о тестостероне, все это перестает работать. И, к сожалению, все, кто храпит и с апноэ, они страдают, естественно, всеми этими пороками, потом болезнями. Вот затронули вы очень интересную тему, синдром беспокойных ног. Звучит вроде как-то, да, смешно, но на самом деле знаю, что история очень невеселая. Вот это тоже повод для обращения к врачу? Да, конечно, да, конечно. В настоящее время мы можем только фиксировать, из-за чего это. Это снимается электроэнцефалограмма, это вот полисомнография, она включает в себя. И там находят очаги вот эти. Но этим, я еще раз сказал, это не моя компетенция, я не буду развивать эту тему. Хотя я немало знаю про это. Ну, с этим тоже, то есть нужно обращаться обязательно, к врачу? Да. Это полисомнография, это для обследования. И вообще, вот насколько я знаю, бываю за рубежом, человек заболел, дебют сахарного диабета, дебют еще чего-то. Первое, что сделать, его делают быстренько скрининговое исследование, затем полисомнографию. Особенно вот сахарный диабет. Все, бывает так, что гипоксия приводит как раз вот к старту, этому, как курковая зона, начинается вот эта болезнь. И если у человека нормализуется потом все, то существует обратный вариант, либо легкое протекание болезни. Хотелось бы мне коснуться вот такой темы, наверное, интересной всем. Наступает полярная ночь, и люди часто жалуются, да, что они не высыпаются, что плохо себя чувствуют. Это связано с нарушениями сна или это просто на нас так климат влияет? Вот что вы можете сказать? Ну, полярная ночь – это экстремальное состояние для человека. Понимаете, нет солнечного света, и это депрессия.
это депрессия. У кого-то кто-то склонен к депрессиям, к депрессивному состоянию. У кого-то есть какое-то состояние невротическое уже состояние, на него садится еще вот это отсутствие света, и это все усиливает. Вот. Ну, что человеку? Занятия спортом, все, что нивелирует, понятно? Ну, понимаете, если человек от этого страдает, то это уже недоброкачественность нервной системы уже заложена. Особенно так метеолобильный. Ну, не должен человек реагировать ни на дождь, ни на чего. Природа задумала его по-другому совершенно. То есть здоровый человек должен адаптироваться? Да, абсолютно. У него должна быть адаптационно. А если он начинает работать, значит внутри что-то не в порядке. Что-то не в порядке. Ну, как говорят, нет здоровых, есть недообследованные. Ну, вот, тем не менее, надо с человеком заниматься и смотреть. И сделать ему вот полисомнографию. Посмотреть его ночной сон, структуру, так сказать, почему он спит и что это за волны у него такие. А вот, слушайте, обывательский вопрос. А спать лучше на каком боку? На правом или на левом? Вы знаете, я вам скажу, все говорят на правом, но я вам скажу на левом лучше. Почему? Объясню. Потому что у нас привратник из желудка открывается куда? Направо. И поэтому все должно стекать направо. А если мы ложимся на левый, то он забрасывается в пищевод. Ну, если вы прекращаете кушать в 6 часов вечера и больше не кушаете, это, в общем, не актуально. Но это редкая история. Да, можете спать на спине, и это не влияет. Для тех, кто, скажем, поужинал 8 часов, я хочу сказать пациентам, что операции, я, собственно, хирург, который их оперирует, мы оперируем только в тех случаях, когда видим, что есть какие-то анатомические нарушения, которые провоцируют храп. Вот сейчас мы встали именно вот на такую позицию. Все остальное лечится так называемой СИПАП-терапией. А самое главное – это похудеть, сбросить килограмм 20-30. И вы увидите, что у вас храп превратится не в сильный, но в доброкачественный точно. То есть уделять внимание своему здоровью, не стесняться, обращаться к докторам. Конечно, так? конечно. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам, Валерий Александрович, за интересные ответы. И ждем вас в гости еще. Спасибо. С удовольствием. С вами была Инина Морозова. Вы смотрели «Больной вопрос» на ТВ-21+, программу, в которой мы задаем вопросы докторам, чтобы рассказать вам, что же нужно знать, чтобы быть всегда здоровым и бодрым. А если у вас есть свои наболевшие вопросы, задавайте их нам по телефону редакции 400 870. Оставляйте сообщения в группах ТВ-21 в социальных сетях и делитесь мнением. Пишите сообщения и мне лично. А мы постараемся найти для вас ответы на самые наболевшие вопросы. Будьте всегда здоровы, бодры и чувствуйте себя идеально. До встречи.